Красивая восьмилетняя девочка по имени Мэдлин лежала на смертном одре в больнице, когда произнесла свои последние слова. Ее последние слова повергли родителей в ужас. Мэдлин относилась к тому редкому типу людей, которые трогали всех, кого она встречала в своей жизни. Ее родители испытывали трудности в браке до того, как появилась она, но как только она родилась, все их проблемы, казалось, исчезли. Ее яркая улыбка и лучезарный характер принесли столько радости в их жизнь, что они даже не хотели больше ссориться. Она заставила их увидеть всю красоту, которую может предложить эта жизнь. Родители Мэдлин были очень счастливы наблюдать, как их малышка растет здоровым ребенком без каких-либо заболеваний. Благодаря своей энергичности и общительности Мэдлин полюбила спорт. Ее родители разрешали ей заниматься всеми видами спорта, но можете ли вы угадать, какой из них был ее любимым? Это всего лишь самый распространенный вид спорта в Южной Америке. Вы уже догадались – футбол. Когда ей было всего 5 лет, Мэдлин присоединилась к юношеской футбольной команде своего района. Она была одаренным игроком и большим подспорьем для команды. Мэдлин усердно работала на тренировках, но всегда сохраняла улыбку на лице. Она была образцом для подражания для своих товарищей по команде и помогала поднимать им настроение своей грацией. В том сезоне футбольная команда Мэдлин впервые за много лет выиграла чемпионат. Когда начался следующий футбольный сезон, тренер был удивлен, что Мэдлин не явилась на пробы. Это было не похоже на нее, пропустить такой важный день, особенно зная, как много значил для нее этот вид спорта. Где еще она могла быть? Что-то случилось, тренер достал свой телефон и позвонил отцу Мэдлин. Телефон звонил и звонил, пока тренер стоял посреди футбольного поля, у него появилось неприятное ощущение в животе. Наконец к телефону подошел отец Мэдлин. Голос у него был расстроенный, и он едва мог связать несколько слов воедино. Тренер спросил их, что случилось, и отец Мэдлин ответил: «Тренер, это Мэдлин, случилось что-то ужасное, мы не знаем, что делать». В этот момент родители Мэдлин сидели у ее постели, а она крепко спала, более бледная и исхудавшая, чем обычно. Мэдлин выглядела неважно. Несколькими днями ранее она была госпитализирована в местную больницу. Когда у нее начали проявляться странные симптомы, она страдала от боли в области груди, и у нее легко появлялись синяки. Мэдлин внезапно потеряла энергию и почувствовала хроническую усталость. Она едва могла просыпаться каждое утро, не говоря уже о том, чтобы ходить на футбольную тренировку. Отец и мать Мэдлин не знали, в чем дело, и, опасаясь того, чего они не знали, решили отвезти ее в больницу. В больнице все медсестры и врачи очень заботились о Мэдлин. Врач сказал родителям Мэдлин, что он проведет несколько анализов, чтобы выяснить, в чем дело. Вы не поверите, что они нашли. Получив результаты, врач обратился к родителям Мэдлин. Он серьезно посмотрел на ее родителей и сказал: «Извините, но у меня плохие новости. Похоже, у Мэдлин рак лимфомы 3-й стадии, и, к сожалению, он уже распространился на другие части ее тела». Мать Мэдлин разрыдалась и упала на пол, слезы текли по ее лицу. Она спросила доктора, как долго. Доктор, на что врач ответил: «Трудно сказать, может быть, 6 недель, может быть, 6 месяцев». Иногда пациенты побеждают рак и в конечном итоге живут еще много лет. Трудно сказать, однако рак, особенно на 3-й или 4-й стадии, является неизлечимой болезнью, поэтому вопрос не в том, если, а скорее в том, когда. Родители Мэдлин очень тяжело восприняли эту новость, и это справедливо. Могли бы вы представить себе, услышав, что у вашего единственного ребенка диагностировали рак? Им было трудно понять, как у здоровой и активной молодой девушки могла незаметно развиться такая смертельная болезнь. Мать Мэдлин плакала изо дня в день, впадая в глубокую темную и одинокую депрессию. В своем состоянии мать Мэдлин отгородилась от своего мужа, который обратился к алкоголю в качестве средства спасения. Врачи Мэдлин предложили ей пройти курс лечения от рака, чтобы посмотреть, смогут ли они остановить распространение раковых клеток и продлить ее жизнь, цепляясь за ту малую надежду, которая еще оставалась. Мэдлин и ее родители согласились попробовать эти методы лечения. Каждую неделю медсестры перевозили Мэдлин на больничной койке в другую палату больницы, где она проходила курс лечения.
В этой палате было много других пациентов всех возрастов, все страдали той или иной формой рака. Пока Мэдлин проходила курс лечения, она заметила маленького мальчика, сидевшего напротив нее. У него уже выпали все волосы из-за лечения от рака, и он выглядел еще хуже, чем она. Он так устал, что его глаза едва оставались открытыми, но когда Мэдлин посмотрела на него, он выдавил улыбку. «Мальчик сказал, вы, должно быть, здесь новичок, меня зовут Томми». Мэдлин улыбнулась и представилась. «Зачем ты здесь?» – спросила она. Оказалось, что у Томми была апластическая анемия, редкое заболевание, при котором организм перестает вырабатывать клетки крови. Он сказал Мэдлин, что прошел много курсов лечения, но, похоже, ничего не помогало. «Моя последняя надежда – найти донора, но я сомневаюсь, что это произойдет, у меня редкая группа крови», – сказал Томми. Мэдлин стало жаль мальчика, тем более что его состояние было излечимо, если бы у него был подходящий донор. Мадлен продолжала лечение в течение нескольких недель, но, казалось, ничего не помогало, рак продолжал распространяться по ее телу, и она чувствовала себя все хуже и хуже. Единственным положительным моментом за это время был новый друг, которого она завела в лечебном центре, Томми. Проходя лечение бок о бок, Томми и Мадлен вместе рассказывали друг другу анекдоты и рассказывали о своих мечтах. У Томми были большие планы на свое будущее, хотя он и не знал, сможет ли когда-нибудь их осуществить. Он хотел стать врачом, чтобы помогать лечить таких же детей, как они, страдающих раком, и помогать исследовать новые методы лечения. Мадлен восхищалась Томми за то, что у него были надежды и мечты даже в этом печальном месте. Несмотря на то, что внутри Мадлен страдала, внешне она выглядела счастливой всякий раз, когда была рядом с Томми. Томми был ее спасительной благодатью и делал ужасные дни лечения менее болезненными. Но, к сожалению, состояние Мадлен не улучшалось, несмотря на свою цветущую дружбу с Томми. Однажды Мадлен спросила своего врача о Томми, она хотела знать, какая у него группа крови и нашел ли он уже донора. Доктор ответил: «Ну, у Томми все выглядит не очень хорошо, видите ли, у него отрицательная группа крови АВ, которая является самой редкой группой крови в мире. Только 1% населения имеет эту группу крови, поэтому его шансы найти донора очень малы, пока что он ничего такого не нашел». Мадлен спросила, какая у нее группа крови, и узнала, что у нее та же группа, что и у Томми. Отрицательное, то, что она решила сделать дальше, повергнет вас в шок. В ту ночь, когда ее родители сидели у ее постели в больнице, Мэдлин рассказала о решении, которое повергло ее родителей в ужас. Она сказала своим родителям, что хочет прекратить все процедуры и уйти из жизни. Таким образом, она могла бы стать донором для Томми, и он мог бы продолжать жить. Ее родители не могли в это поверить, как она могла так поступить. Мэдлин объяснила: в том, что я так живу, нет никакого смысла, это не жизнь. К тому же, для меня это всего лишь вопрос времени, по крайней мере, если я сделаю это, я смогу спокойно умереть и помочь другим страдающим детям, такие дети, как Томми, у которых действительно есть шанс выжить. Родители Мэдлин были расстроены решением своей дочери, но также уважали ее пожелания. Они поговорили с врачами и договорились о пожертвовании. Она собиралась пожертвовать весь свой костный мозг Томми, так как у него перестали вырабатываться красные кровяные тельца. Мэдлин не хотела рассказывать Томми о своих планах, потому что знала, что он попытается отговорить ее от этого, поэтому она написала ему письмо. В своем письме Мэдлин сказала Томми, что верит в него и знает, что он и дальше будет совершать все те великие дела, о которых мечтал. Хотя она не могла быть там, с ним, на земле, она заверила его, что будет наблюдать за происходящим с небес. Мэдлин приняла трудное решение прекратить лечение и мирно скончаться, дав Томми шанс на жизнь. Когда Томми узнал, что донором была его подруга Мэдлин, он был потрясен и глубоко опечален, но он также был рад узнать, что она больше не страдает. В итоге Томми значительно поправился благодаря пожертвованию, и всего через месяц его выписали из больницы. Томми поблагодарил родителей Мэдлин и всех врачей за то, что они сделали возможным это пожертвование. Каждый день Томми смотрел на небо и благодарил своего ангела Мэдлин за величайший подарок из всех.
Еще один шанс в жизни. Вы верите в ангелов и вторые шансы? Дайте нам знать в комментариях ниже.